Друзья, всем привет, Карен Хачанов. Карен, слушай, на самом деле классный матч. Такой прям мужской, все как мы любим. Давай разберемся, что было во второй партии и за счет чего все-таки ты брейк сделал. Потому что казалось, что все очень прям близко. Да, на самом деле такой боевой, можно сказать, матч был, 3 сета. Честно говоря, в начале как будто вот ранний брейк, то есть как будто не вошел, то ли не знаю, то ли чувствовал энергии недостаточно. Вот первые геймы пытался очень долго войти сегодня в матч и в игру. И, в принципе, с такими игроками этого не хватило в первом сете, то есть с одним брейком он довел дело до конца и все. Во втором сете, то есть я уже чувствовал, что начал как бы разыгрываться, чуть больше начал ловить интенсивность, наверное, динамика начала быть лучше. Опять же, я бы сказал, играя не в лучший теннис, смог все равно как-то переломить, смог завести себя, смог брейкануть и довести также дело до победы во втором. И вот в третьем сете, опять же, были 2 брейкпоинта, примерно знал, чего ожидать, то есть мы это обсуждали и с Женей, там, и с тренерами, со всеми своими, что он любит там подавать кик, открывать угол и начинать как бы розыгрыш. Но, несмотря на это, не принял 2 раза, и вот, опять же, с 3-2 тоже опять какая-то такая динамика в обратную сторону, камбэк с его стороны. То есть, не знаю, иногда это, честно, странно, ты находишься на корте, ты вроде понимаешь, а вроде как вот какой-то ураган проходит, и ты ничего не можешь сделать. Поэтому с 3-2 были вроде бы неплохие реально розыгрыши вот на моей подаче, интенсивные, там свеча, укороченные, то есть я вроде был в игре, заведенный, уже с энергией, но как-то вот, не знаю, то ли он хорошо очень сыграл, и вот опять переломил, потом все с первой подал он, я наоборот, первая подача не шла. Ну и как-то вот эти вот маленькие моменты, они всегда очень важны. У меня все равно было ощущение после второй партии, что ты прям сразу захватишь преимущество. И вот в третьей партии по передвижению своему ты можешь как-то оценить твою скорость? И хватает ли ее в матче против Томми Пола? Я бы сказал, хватает. То есть, опять же, часто это бывает не только скорость и энергия, часто бывает и, например, психологический момент. То есть, насколько ты свободный, знаешь, не скованный, как бы, вот когда ты начинаешь быть более зажатым, соответственно, и движение на корте становится, тебе это дается гораздо тяжелее там добегать до каждого мяча, и ты чувствуешь, как будто ты медленнее. То есть, на самом деле, это не твое реальное состояние, а вот как бы психологический момент. Но, опять же, сегодня я бы не сказал, что это была часть этой ситуации. Я бы сказал, что он играет достаточно вариативно, я знал, чего ожидать. То есть, он, честно сказать, тоже в какие-то моменты чистенько отыграл. Отподавал. Очень важно было сегодня подача прием, на самом деле. Это вот основные 2 элемента, наверное, в которых ты или же входил в корт и начинал атаковать, и у тебя была возможность, ну или же со второй подачи ты начинал катать. То есть как бы вот, наверное, вот в этом была, наверное, сегодня вот основная. Потому что дальше в розыгрыше уже ты всегда стараешься найти, как бы, куда сыграть, где перехватить инициативу, где-то ты можешь поддавить. А вот начало, именно подача приема, это большое преимущество. Вот про скорость и про скованность очень интересно. У тебя новый тренер по ОФП, и Женя вообще рассказывала, как вы работаете, что порой тебе не хватает как раз вот этого раскрепощения. Вы с Ведраном тоже об этом говорили, насколько я знаю. Как-то можно делать какие-то уже выводы, что тебе новый тренер по ОФП дает нечто новое, совсем другое, и ты по-другому свое тело сейчас чувствуешь? Я бы сказал, что мне очень нравится. Мы начали работать, по сути, это недавно, вот. до Монте-Карло. То есть там мы поработали 9 дней. Потом я играл в Монте-Карло, Барселону, и потом приехал сюда в Мадрид. То есть, честно говоря, опять же, на турнирах нет такого, что у тебя было очень много времени что-то сделать неординарное, так скажем, да, но при этом вот именно по чуть-чуть то, что мы начали делать, мне нравится, то есть я вижу в этом плюсы, это то, что, в принципе, мы искали, поэтому, надо посмотреть, надо просто дать чуть-чуть времени, то есть как в любой работе, то есть там, не знаю, тренер приехал, ты с новым тренером начал, ты не можешь ждать результат сразу же, все равно минимально даешь там 3 месяца, не знаю, чтобы увидеть какой-то прогресс, но при этом, если говорить про передвижение, я считаю, что то есть нету предела совершенства, поэтому в этом, наверное, аспекте ты можешь развиваться и двигаться бесконечно.
бесконечно. И, Зажим твой уехал. да, бесконечно, потому что, ну, то есть ты можешь там двигаться как Алькарас. И опять же, матч за матчем всегда по-разному чувствуется. Ты можешь себя чувствовать хорошо, что ты там двигался, тренировался, но вот чуть, не знаю, зажал, больше зажат. И вот именно в этот день ты двигаешься чуть хуже. Это не значит, что теперь надо обобщать, и у тебя там проблема, есть. да. То есть, опять же, я вижу, что можно улучшить, да, что можно прибавить. Но при этом ты должен всегда не забывать про свои сильные стороны. То есть это как, знаешь, если мы начинаем тренировать и уделять внимание только теперь тем моментам, которые ты хочешь улучшить, и забываешь про то, за счет чего ты выигрываешь, то это тоже, ну, получается дисбаланс. Откат назад. Последний вопрос, и я тебя отпускаю. Какой инсайт ты получил после вчерашнего блэкаута? И получил ли ты? Или для тебя вот эта история, когда нету связи, нету электричества, это не что-то сверхъестественное, ты нормально живешь в этом мире без диджитал-истории? Я не паниковал вообще, то есть просто, наверное, больше связь с семьей, вот там с Вероникой, с родителями, там по СМС, не знаю, пытался где-то поймать там хоть какую-то связь со спутником, чтобы хотя бы СМСки дошли. Где-то даже интернет чуть-чуть ловил, то есть, ну, опять же, это было там раз, не знаю, в 2-3 часа. Наверное, больше в этом, то есть можно было почтовых голубей уже отправлять. Но только они бы не сразу долетели, конечно, но... Ну, ты получил хоть чуть-чуть, может быть, даже удовольствие от этой истории? Ну, удовольствие, я думаю, вряд ли какое, да? Сомнительная ситуация. Я думаю, с самим собой ты мог время провести так вот прямо? Да, мы с командой, если честно, сидели, ждали. Во-первых, ты все равно ждешь матчей, то есть почему-то матчи не отменяли. Ну, то есть такое ожидание, то есть очень непонятный день, если честно, был. В плане, ты сидишь на кортах, не понимаешь, что происходит, только тут, но потом оказывается, что везде по всей стране, не только тут и в Португалии, разные новости какие-то слышишь, то есть, ну, как в каком-то недоумении немножко. И вот и не потренировались толком, и не сыграли, потом еле доехали до отеля. Странный день был, честно. Карен, спасибо, мы тебя отпускаем. Друзья, Карен Хачанов, и чтобы без блэкаутов, пожалуйста.